Привет, мои дорогие сестры! У нас сегодня с вами гадание будет. Э, Предложила Кристиана. Так, предлагаю тему снятся покойные близкие родственники постоянно, почти каждый день, годами. Почему так? Давайте посмотрим, если вам снятся покойные родственники, вот если приснились, и что к чему, зачем. Давайте посмотрим, и можете загадать один из трех вариантов. Три, не на 4, а именно на 3. То есть вот мы как с перекрестка, а с одной дороги рассматриваем не 4, там, где себя включительно, а именно усопших, умерших. Давайте посмотрим, почему они вам снятся, почему так происходит и что с этим делать. Загадывайте первый, второй, третий вариант. Снятся покойные родственники. Почему? Так, мы сейчас просто даже делаем такую диагностику. Вспомните, кто вам снился последний раз, крайний раз, да? Кто вас, может быть, мучит. И давайте посмотрим, почему именно этот покойный родственник к вам приходит. Или вы просто покойный. Первый, второй, третий. Ну что, мои дорогие, загадали? Если что, нажмите на паузу, может быть, вспомните какие-то подробности вашего сна, чтобы больше включиться в какую-то рубашку Таро, чтобы вот прям очень в точку было гадание. И давайте смотреть. Итак, первая карта. Почему снятся покойные родственники? Верховная жрица. Но это вы верховная жрица, потому они вам и снятся. Вы стоите, вы как привратник, вы между тем миром усопших, покойных, и между этим вы связующее звено, вы проводник этой информации. А что они хотят вот вам передать? Рыцарь мечей, они вас предупреждают о чем-то, да, то есть они снятся не то, что там к перемене погоды, они снятся для того, чтобы вас предупредить, что что-то или кто-то хочет вам какого-то зла. Да, они снятся, да, потому что кто-то, девочки, действительно желает вам смерти. И так как вы верховная жрица, вас вот кто-то толкает туда, к этому миру, и хочет вас в том мире, да? А ваши близкие, покойники, которые вам снятся, они наоборот говорят: ой, смотри, дорогая, тебя, оказывается, кто-то не хочет видеть на этом белом свете. Это, девочки, какой-то мужчина. Правосудие думает, что ты должна уйти в мир иной. Это мужчина, девочки. Что он делает что-нибудь на вас? Ну, я бы даже сказала, да, девочки, что-то делает такое, потому ваши родственники приходят вам, чтобы предупредить, что вам кто-то не желает жизни на этой планете. Поэтому очень обратите внимание, кто это может быть. Это может быть даже какой-то абьюзер, вонючий нарцисс, какое-то чмо. Может даже, знаете, я вам скажу одну вещь, да, и фильмы есть такие, но это действительно в реале встречается именно, знаете, будьте осторожны с выбором мужчин, с которым вы общаетесь, да, потому что некоторые реально, девочки, думают, да, например, если девушка живет одна женщина, что они женятся на ней, и потом этому шизанутому приходит в голову, что если бы ее не стало, я ее вот похороню и буду наследником какого-то имущества. Поэтому обратите внимание, с кем вы живете, да, это раз. Во-вторых, обратите внимание на мужчин, которые как-то вот к вам неравнодушны, которых вы послали нафиг, да. Какие-то бывшие могут быть и все остальное. Что вам делать в этом случае? Двойка мечей, королева мечей. Ну, вам надо убирать, императрица. Вы уберете этого. 14-й старший аркан. А как его убрать? С помощью магии? Ну, я бы убирала его с помощью магии. Девятка пентаклей выпала. А давайте посмотрим, а как его убрать? Ты мне прочитай здесь ритуал, который ей надо сделать. Смотрите, девочки, вот ваш ритуал начался, да, вы взяли косу, а тут вот птичка с ритуалом уже, черная ворона, да, которая вам диктует, как его, этот ритуал провести. Пятерочка, луна, пятерка пентаклей, угу.
И девятка, девочки. Этого мужика можно скинуть с помощью магии. И я вам предлагаю здесь отличный вариант черной магии, ритуальной черной магии, для того, чтобы избавиться от того человека, который вам желает зла. Да? То есть он вас пытается скинуть, ну и теперь вы берете его и скидываете. Да? Во-первых, мои дорогие, если вы знаете имя этого человека или не знаете имя человека этого, да, когда вы знаете имя, то вот просто держите его сейчас в уме. Если не знаете, то вы пишете Номе, да, номе по-латински это обозначает имя, не имя, никто, да. То есть, если вы не знаете, то запоминаете номе или имя этого вашего врага. И вы должны, вот реально просто должны сходить и купить, желательно, ну, можно желтые свечи, можно черные, но обязательно, чтобы они были восковые, девочки, да, восковые свечи. И берете, покупаете восковые свечи, и в один же тот же день покупаете обычную колоду карт, обычных карт игральных, 36 картей. Вам понадобятся свечи. Вот, берите тонкие, маленькие, короче, небольшие свечи. Главное, чтобы они свое отработали. Самую дешевую колоду 36 карт атласных. Или если вы купите 52-54 в колоде, есть там джокеры, всякие двойки, тройки, четверки, пятерки, да, то их просто выкидываете и оставляете все, что начинается с шестерки, каждая масть. Ну, и, короче, чтобы у вас осталось именно 36 карт, да. И дальше берете, тусуете, девочки, эти карты и думаете про этого врага. Думаете про этого своего врага назначаете его королем мечевым, точнее пиковым королем. Король пиковый, да, вы назначаете этого. И когда себя, например, называете дама червовая, дама бубновая, дама пиковая, дама крестовая, да, любой, именно себя вот как захотите назвать. И выкладываете в ряды по 9 карт. 4 ряда по 9 карт. Вот перемешали, сбили ребром, переложили половину колоды под колоды, да, и выкладываете так. Выложили, девочки, и смотрите, где выпал вот этот вот пиковый. Пиковый. Можно, кстати, на пиковый туз тоже, да. Если какой-то колдун, то можно даже пикового туза брать. Если это человек моложе вас, можно валета пикового брать, да. И вот выкладку эту сделали. И достаете все пиковые карты с этого расклада по одной. Достаете, достаете, достаете. Достали. И вот эти вот пиковые карты, которые у вас остались в руке, пусть будут. А вот эти вот нормальные отложили. И там, девочки, вот смотрите, идет дальше типа такого заговора, но это не совсем заговор, да. Вы слева направо достаете все пиковые карты и не перемешивая, пусть они будут у вас в руках, да. Ну, какая разница там. Первая карта на низ, вторая сверху, третья. Вот так вот достаете со всех 4 этих рядов, да, положили. И потом, девочки, да, это вот опять отсчитываете, и там, где у вас именно пиковые, кого вы назначали, там этого своего врага, да, достаете эту карту. Вот, и у вас половинка других карт, и та половинка. Или нету половинок, например, он последним выпал, да, или первым выпал. Вы берете ручку или маркер, желательно, обычно, например, черный маркер, и пишите на пиковом короле, на пиковом тузе или на пиковом валете. Если колдун на тузе, если вот такой вот просто враг какой-то, падла такая, да, то это пусть будет пиковый король. Если это какой-то мужик моложе вас, вы его знаете, короче, на валете пиковом пишите его имя. Понимаете? И опять складываете вот эти вот все пики. И вы должны, девочки, вот те свечи, которые вы купили, желательно, вот можно, ну и 2 купить.
2, 4, ну, до 9. Короче, сколько вам захочется. Или можете обратить внимание, какой день недели идет, да. Например, 26 число вы можете 6 свечей купить, 12 2 свечи. Тоже, ну, или, ну, короче, вот так вот немного нумерологии тоже та последняя цифра, которая на конце, в зависимости от дня, да. И, короче, берете, девочки, и желательно на улице, потому что именно атласные карты, не пластиковые. Пластиковые, девочки, не покупаем. Покупаем бумажные, которые типа называются атласные, которые типа ламинированные, да, которые горят. То есть вы должны уточнить, если вы не знаете, что это пластиковые карты или бумажные, да, и, например, продавец вам скажет, что это за карта. Потому что пластиковые, конечно, они будут плавиться, потому что это пластик, да. Потому что некоторые девочки по незнанию могут взять не атласные, вот такие бумажные, а именно пластиковые. Пластиковые, конечно, не сожжешь нормально. И вот, девочки, вы когда его, короче, назначили, написали его имя на одной из этих карт, или, например, написали номе, короче, на этой карте, да, вы выходите куда-нибудь с этими свечами, которые вы купили, 2, 3. Вот именно количество свечей, ну, которые вы захотели именно для этого ритуала. Купили, девочки, да, и именно их не надо откладывать там от кучи, делить наполовину и все остальное. Именно это количество свечей, еще раз повторюсь, тонкие, маленькие берите, много не надо, да, и просто берете и эти свечи либо факел формируете с вами, то есть перевязываете какой-нибудь нитью, можно черной, можно красной перевязать, да, это желтые свечи, еще раз повторюсь, восковые, либо черные, да, какие вам больше понравятся. Можно церковные купить, то есть те, которые освящены и продаются в церковных лавках, да, то есть маленькие, тоненькие такие, не парафиновые, девочки. И в общем, выходите вот сейчас уже потеплело, в принципе, да, выходите на природу где-нибудь, где вас не особо кто-то будет видеть, да, какие-нибудь полукусты, но желательно, чтобы там не было сухой травы, потому что, чтобы вы там что-то не подожгли, да. Можно это прямо на берегу реки, можно, девочки, на какой-нибудь такой протоптанной тропинке, где мало кто ходит и все остальное, и берете, девочки, в одну руку вот эти свечи, да, которые вы зажигаете все вместе, и по одной карте зажигаете, чтобы она хотя бы прогорела наполовину. Потому что игральные карты, просто у меня сейчас под рукой, девочки, игральных карт нету, такие, ну, рабочие мои, да, их очень много у меня. И, короче, до половины, вот, потому что на игральных картах половина короля сюда, половина сюда. Вы знаете, такое зеркальное отображение, да, и хотя бы половина, чтобы сгорела. Кидаете. Вторую кидаете. И так вот зажигаете, зажигаете, зажигаете. Все прогорят, супер. Если не прогорят все, ну хотя бы до половины, каждую карту так доведите, сожгите. Понимаете? И главное, чтобы вы, неважно, какой по счету, но чтобы вы прожгли именно того, где вы написали имя. То есть вы прожигаете карту, там, где вы написали имя этого человека, именно до половины, там, где имя было написано, понимаете? Или номе было написано. Все, прожгли. Мусор за собой этот можно там в кусты куда-нибудь. Это все растворяется, да, можно присыпать чем-то, прикопать вот эти сжёные карты. Когда вы будете уходить, киньте туда 2 монетки. Откуп такой, да, типа за меня уплачено, за меня уплачено. Все, девочки. И дело в том, что вам либо вот эти покойники прекратят сняться, либо они начнут сниться ему, его покойные родственники, или ваши. Люди, которых он не будет знать, но он будет прекрасно понимать, что они мертвые, и они его отработают. Как они его отработают, все будет зависеть от того, сколько у вас, например, этот ритуал занял времени, да. То есть вам знаки никакие от игральных карт, они не пойдут. Может что-то такое случиться интересное, да, там животное какое-то встретится или еще что-то, но в основном это без знаков каких-то идет. Потому что знаки, они не вам должны идти, они пойдут тому человеку, который на вас что-то такое делал, мои дорогие. Я вам почему про этот ритуал рассказала? Потому что, девочки, тут действительно кто-то вас подводит под ворота, скажем так. И вот именно такой, знаете, враг, ваша противоположность верховной жрицы. Но это не выпал магом, а выпал, это какой-то такой колдушоночек, да,
колдушка мужского рода, какая-то непотребщина, и она такая, знаете, полубольная, больная на голову, которая там почувствовала, что там, знаете, какой-то силой обладает. Но дело в том, что его не вы слышите, его слышат ваши защитники, ваши покойные родственники. Они его слышат, и так как вы слышите их, вам они снятся. Понимаете? Если бы вы не были бы верховной жрицей, вам бы эта информация не шла бы, да, и это был какой-то тайный враг. А так он не тайный, он открытый, потому что вам его открывают вот ваши покойные родственники. Понимаете? Все. Или можете не мой ритуал сделать, можете любой другой, изгоняющий от вашего какого-то врага. Понимаете? Можете сделать чистку, очищение себя тоже разными, отливку какую-то сделать себе. Попробовать что-нибудь полегче. Если они все равно вам снятся, да, и все равно идет это вот предупреждение какое-то, вот именно предупреждение, вы можете с ними во сне поговорить, да, спросить: о чем ты меня предупреждаешь? Что ты мне хочешь сказать? Поговорите с ним, попытайте, как говорится, немножко их, да, порасспрашивайте, потому что они вам могут отвечать либо прямым текстом, либо вот прям каким-то таким телепатическим намеком, что вам все равно станет ясно все, да, или они вам покажут кого-то конкретного. Причем они вам могут еще показать даже не сколько именно мужчину, а, например, женщину какую-то, да, это привести к вам, за волосы притащить, понимаете? Но когда, например, делаете этот ритуал, тогда даму пиковую оттуда достаете. Понимаете? И если это колдушка, какая-то пиковый туз, или, например, на валета тоже можно сгонять, девочки. На женщин, когда мы сгоняем вот то, что нам желали, делаем обратку, неважно, в принципе, особо, на какую карту, женского рода она или мужская, мы это делаем. Потому что в том мире это не важно. Да, в том мире размножаются, как говорится, другими путями. Сами вы знаете, какими. Вот такие вот дела, мои дорогие. Поэтому здесь идет это то, что вам снятся покойные родственники, они вас предупреждают о том, что вам кто-то желает этого, да, желает этого. Поэтому подумайте, как от этого лучше избавиться. Вот этот метод, который я вам предлагаю, он самый простой от негатива. Кстати, по-моему, у меня даже на канале разбора вот этого метода да, есть, даже когда порчу снимаешь, все остальное. Но это очень похоже, то, что вам кто-то вот подделывает, понимаете? Такие вот дела, котики мои. Такой вот первый вариант. Второй вариант. Давайте смотреть. Снятся покойные родственники. Рыцарь жезлов. Это к деньгам. Рыцарь жезлов это то, что они хотят вам, чтобы у вас было больше денег. Значит, есть какая-то просадка по деньгам именно, и они просто, знаете, ваш род пытается сделать из вас, из дурака, рыцаря жезлов. То есть они хотят вот вашу обнуленную карту, когда вам не хватает денег. Это может быть связано с вашей тревожностью, с вашим стрессом, который как это связан все равно с получением денег, с работой какой-то вашей, с дедлайнами, да, там что-то быстро надо сделать, а вы не успеваете, тревожитесь, и поэтому они вам снятся для того, чтобы убрать с вас вот это вот, эти тревоги и все остальное. А что, они вас успокаивают, что ли, да, девочки влюбленные? Это вас, получается, успокаивают ваши ушедшие покойные для того, чтобы у вас, как говорится, начал расти кокос, начали денежки появляться, да. То есть они даже корректируют как-то вашу судьбу. Они реально, девочки, корректируют вашу судьбу. Они не просто так вам снятся. Корректируют судьбу вашу. Маг. Все равно хотят довести вас. Они высасывают из вас негатив. И через сон негатив уходит. Видите? Уходит по суду. И вот это вот, знаете, что-то вот это какое-то тревожное состояние, все вот это вот плохое. Во сне вы видите этих своих покойников, видите покойных родственников. И они в этот момент, когда их вы видите, да, они вас успокаивают, они вас лечат, они вытягивают из вас какой-то негатив, который вы получили в своем бодрствовании, в своем состоянии. Они лечащие, они врачеватели, они ваши целители,
ваши знахари, которые, девочки, помогают с помощью сил, именно потусторонних своих сил, да, вылечить вас от чего-то. Я, например, и вот знаете, вот как это может еще проявляться в реальной жизни. Например, когда нам нужна какая-то поддержка, мы часто, например, вспоминаем своих дедушек, бабушек, дедов, прадедов, да, или вот покойных, которые нам были очень дороги, да, и мы все равно вот как-то и интуитивно ищем их поддержку. А вот когда они вам снятся, покойные родственники, они просто с вас вытягивают какие-то негативы. И у меня прервалось видео, девочки, именно на вот этой вот семерке мечей. Типа, знаете, должно быть обновление было телефона. И вот оно и и у вас, получается, знаете, вы мне и телефон даже пытаетесь обновить, ваши ушедшие. Звезда, королева кубков, хорошие, колесница, это хорошие покойники. Даже если вам иногда страшно, паж пентаклей, королева пентаклей, у вас очень сильный род. Они все ушедшие, они не могут вернуться в жизнь, чтобы вам помочь. И они, получается, помогают вот этой своей энергией. Иногда, может быть, вам даже во сне страшно, вас это может быть напрягать и все остальное, да, но все равно они вот хотят возвратить вам колесо фортуны ваше. Вот это, вот знаете, как полить вас водичкой, как такой вот цветочек свой, который где-то подсох или который в чем-то нуждается, да. То есть ваши родственники — это ваша колоссальная защита, мои дорогие. И снятся они для того, чтобы улучшить вашу жизнь. И, кстати, вот когда вам снится, что вас они о чем-то просят такого, чтобы вы сделали в реале, да, то обязательно как-нибудь примерно похоже или точь-в-точь попытайтесь все-таки выполнить то, что они просят. Помню, у меня, например, моя бабушка умерла, и потом она попросила, во сне пришла, кстати, и попросила мою маму, то есть свою, она свекровь для моей мамы, и она попросила ее, чтобы они покрасили дом. Они покрасили дом и избу такую, знаете, дом в деревне, и они его потом быстро даже и продали, да. Потом, ну, многое так часто снится, и если они о вас тоже о чем то просят, то выполните это, да. И могут давать вам советы какие-то, да, могут с вами просто посидеть, попереживать, да. И вам утром, когда вы просыпаетесь, или вообще когда просыпаетесь, вот этот сон просто, знаете, что они хотели лучшего для вас, да, и как это возможно, просто хотели прикоснуться к вам для того, чтобы вам помочь пережить какие-то, может быть, трудные моменты в вашей жизни. Или просто они больше чувствуют какое-то надвигающееся что-то, да, поэтому вас поддерживают. Самое тут интересное что, да, что они действительно наполняют вас энергией. Они вытягивают из вас плохое и заменяют это хорошим, силой рода. Такие дела. Давайте еще посмотрим, снятся покойные родственники. Надо ли что-то делать вам? Вам говорят, чтобы вы за полом следили своим. За полом смотри. Пол. Короче, девочки, у вас как-то пол связан с вашим денежным каналом, да? Пол там, где вы живете, да, это 100%. Когда вы моете пол, возьмите, добавьте немножко соли, к примеру. Или, как я делала, можно купить красное ведро для мытья пола. Вот, кстати, если такие вот, видите, да, красное. Или набросать туда монетки. Набросайте монетки, которые в ходу, и вот этой чистой водой, именно даже без ничего, девочки, да, без всяких моющих, а именно монетки бросьте этой чистой водой, просто пройдитесь, вымойте пол. Даже если он у вас чистый и все остальное. На следующий день это к деньгам приведет, да. Вам приснились покойники, они как-то, знаете, по полу. Вот, я теперь понимаю. Ну, короче, по полу, знаете почему? Потому что они под полом, да, а вы над полом. И вот это вот деньги ваши, и они как хотят вам чего-то добавить. И если вы помоете пол, монеток туда накидаете, это будет приходом денег с помощью ваших покойных родственников.
И тут, кстати, приметы, у вас очень хорошо приметы, но, девочки, приметы в разных местностях, они разные, да, идут по поводу помощи покойных. Поэтому вот в той местности, в которой вы живете, или в той местности, в которой ваши вот эти вот покойные родственники жили, да, если там есть что-то такое, к чему снятся покойные, да, или как эм, им, как их уважить, да. Есть какие-то приметы, то соблюдайте те приметы той местности, в которой они жили, либо вы живете. Потому что это тоже такое, знаете, уважение идет. То есть они, ваши покойные, они желают вам только хорошего всего. И они сейчас по этой карте рыцаря жезлов просто хотят вас, как говорится, чтобы вы жили богаче, чем вы сейчас живете. Понимаете? И это связано как-то с вашим полом, и с тем, что они приходят. Поэтому с ними можно беседовать. А это яркие должны быть сны. Они не черно-белые по-любому. И вот с ними больше разговаривайте, да, как будто вот встречаетесь с ними. Смотрите, что они вам, например, дарят. Или то, что они вам говорят, какие советы, все остальное. Если они что-то просят, выполните это, они вас отблагодарят, да. Им вот это, то, что вы для них что-то делаете, это такое, знаете, вы энергетикой бьете в их сторону, понимаете? И тогда они вот ловят эту энергетику вашу и вам что-то назад отдают, хорошее что-то. Такие вот дела, мои дорогие. Так что, в принципе, то, что вам снятся ваши покойные родственники, это нормально, это хорошо. Обратите внимание на то, что они хотят, чтобы вы жили лучше, жили богаче. И тут выпал, кстати, не король жезлов, не дама жезлов, а именно рыцарь жезлов, да. То есть они хотят какие-то дать вам вот деньги, улучшить ваш денежный канал для чего-то. Не просто дать вам деньги, а чтобы вы как-то, знаете, заработали, взяли эти деньги, да, что-то сделали для этих денег. Для чего-то. Вот какие-то родовые хотелки они хотят осуществить вместе с вами. Понимаете? Это может быть выучиться на кого-то, или может быть дом улучшить какой-то, да, свой там, или еще что-то. Ну, короче, они для чего-то это хотят, не просто так. Вот такой вот, мои дорогие, второй вариант. И давайте посмотрим третий вариант. Снятся покойные родственники. Паш кубков. Они приходят, потому что они по вам скучают. Паш кубков. Они приходят с желанием выразить вам любовь свою какую-то. Но единственный такой момент, мои дорогие, да, они могут его совершенно по-разному выражать эту свою любовь, вы можете пугаться этой любви. В общем, желательно помянуть лишний раз ваших покойных, те, которые к вам приходят. То есть самое простое, например, помолитесь за них, да, или поставьте свечку за упокой, если вы в христианском эгрегоре, да. Ну, помолитесь за них. Да, солнце, они желают вам хорошего всего, и семерка кубков скучают. Но шестерка мечей не могут вас обнять, не могут поцеловать, но хотят вот, чтобы их вы видели, чтобы вы думали о них тоже. Влюбленные выпадают еще здесь, король кубков выпадает, туз пентаклей. Так они просто выражают вам свою любовь, свою признательность какую-то. Не зовут вас туда, не зовут. Они хотят, чтобы вы прожили долгую, красивую жизнь, чтобы вам ничего не болело. Они переживают за ваши больки какие-то, за ваши болезни, чтобы с вас это все ушло. Поэтому, когда вам снятся покойные, ваши родственники, да, они вам снятся, потому что, первое, скучают по вам, а второе, они переживают за ваше здоровье. И желательно, чтобы вы за своим здоровьем сейчас тоже максимально следили, насколько это возможно. Потому что они вам показывают, чтобы ты не болела, чтобы ты не заболела. Может даже, говорит, потрать, король пентаклей, рыцарь жезлов, ну не бойся, даже потрать на какого-нибудь частного врача, потрать на мага, чтобы королева пентаклей, обрати внимание, чтобы тебя не глазили, чтобы тебе зла не желали, потому что мы за тобой, Паш Пентаклей, стоим, мы бы хотели тебе помочь, но мы просто твоя колесница, мы тебе показываем, что мы тебя любим, мы тебя бережем, но ты должна
20-й старший аркан, сама все делать. Короче, девочки, смотрите, помяните их, поблагодарите за то, что они приходили в ваш сон, то, что они вам что-то передавали. И скажите, что да, я займусь своим здоровьем. Спасибо, мои дорогие. Я займусь собой. Я буду сильной, здоровой, хорошей. И всю силу, которую вы мне посылаете, я забираю на себя. Все плохое, что на меня кто-то где-то наводил, заберите, пожалуйста, с меня. И вот прочитайте им молитву за упокой их души, поставьте им свечку, да, помяните как-то их. Может быть, если вы недалеко от кладбища, лишний раз не бойтесь съездить. Вот сейчас было, когда я делаю этот расклад, там родительские дни, да, но если вы смотрите позже, тоже обратите внимание, что они просто скучают по вас и берегут вас. И очень переживают именно почему-то за ваше здоровье. А еще, девочки, они переживают за свое место. Колесо фортуны, что за то место, где вот кто-то, если конкретно кто-то снится, это женщина еще какая-то, девочки, идет. Она переживает за то место, где она лежит. Это что она далеко, и что вы как-то, э, знаете, вот не то, что там не даете какого-то объятия, да, а вот они, любя, скучают по вам, те, кто вам снится, и им не хватает вот какой-то вот вашей, знаете, струнки души, которая отвечает за то, что вы бы тоже им хотели передать лучик своего тепла, добра. То есть, если вы даже сделаете, может быть, это и подношение какое-то надо сделать, да, а может, попробуйте сделать, допустим, какое-то доброе дело, милостыню кому-то дать, да, или просто какое-то доброе дело, но скажите, это я поминаю такого-то, такого-то покойного или такую-то, такую покойницу своим добрым делом. Вспоминаю тебя, и поминаю и делаю это доброе дело. Вот такие дела. Но еще вот обратите внимание, что они очень хотят, чтобы вы за своим здоровьем смотрели. И говорит, излечишься ты от своей какой-то болезни, через несколько лет вообще все пройдет, сила будет у тебя какая-то. Смотрите, они вам сейчас снятся, но это какие-то такие вот, скажем так, вот просто пытаются выходить на связь, да? О, и у меня, знаете, телефон, который заблокирован, просто звук дал. Дайте я посмотрю, что это. Что это такое было? Что это за звук тут такой? Это вас ожидают 19 новых уведомлений. Ну, это так, общее что-то пришло. Видите, мне даже на вашем варианте что-то такое вот стучится. Так вот, что я хотела здесь сказать. 21-й старший аркан и сила выпадает, но это через несколько лет. И я вам скажу, что кто-то вот с вашего сна, кто вам сейчас снится, он через несколько лет вообще вас беспокоить не будет, да, даже периодически вот уйдет, потому что будет, просто уже не будет за вас переживать и будет спокоен. Вероятно, вы что-то, знаете, добьетесь, что-то получите такое своим трудом или само оно придет? Само придет, королева жезлов. Вам через несколько лет что-то придет, и сделает вас королевой жезлов. Что-то само придет, девочки. То есть это какое-то наследство, большие деньги какие-то, да? И тогда этот перестанет сниться, потому что за вас как-то человек этот, ваш покойный, будет очень спокоен, кстати. Вот такие вот дела. Обратите внимание, что у вас сейчас может занять вот эти 1-2 года. Что может занять? Или, может, вы дело какое-то начали такое, да? Или еще что-то. И главное, следите здесь за своим здоровьем, потому что они вам приходят, и они тревожатся, ваши покойные, за ваше здоровье сейчас. Поэтому обратите на это внимание. Все, мои дорогие. Люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.